Всем привет! Сегодня я записываю новое видео со своим верным другом Салимом на тему того, как же перевести твоего питомца в 2025 году в Польшу. Конечно, это процесс, который требует достаточно много внимания к деталям, но тем не менее сейчас это сделать можно. Поэтому я делюсь своим опытом и советами, чтобы твое путешествие со своим другом прошло комфортно и без стресса. Для начала давайте разберемся, что нужно делать перед поездкой. Убедитесь, что у вашего котика есть микрочип. Он должен соответствовать международным стандартам ISO. Обязательно прививка от бешенства. Она должна быть сделана минимум за 21 день до выезда. Обязательно проследи за тем, чтобы все прививки и микрочип были прописаны в ветеринарном паспорте. Справка о состоянии здоровья. Ее нужно получить за 1-3 дня до выезда в любой государственной ветклинике. С 16 сентября 2024 года также обязательно наличие титрационного теста на наличие антител к бешенству, с чем связан 3-месячный период ожидания кошек и собак перед въездом на территорию ЕС, считая с момента забора крови для анализа. Если вы планируете поездку из России или Беларуси в Европу, то рассчитывайте на то, что анализы придут не сразу, их придется ждать достаточно долго. Это документ для перевозки животных в Евросоюз, его можно получить в государственной ветеринарной клинике. После получения формы нужно обратиться в Россельхознадзор для ее заверения. Это займет еще пару дней, поэтому планируйте заранее. Теперь поговорим о самом путешествии, и у вас есть 3 варианта. Самолет. Уточните у авиакомпании правила перевозки животных. Чаще всего котов можно взять в салон, но нужен билет на переноску. Поезд. В некоторых поездах можно перевозить животных, но переноска обязательна. Машина. Это самый комфортный вариант. Таким способом перевозили и мы. Изначально мы планировали ехать на рейсовом автобусе, и покупая билет, я предупредила кассира о том, что с нами едет кот. На что мне ничего не ответили и просто продали билет. Непосредственно перед самой поездкой я решила позвонить водителю автобуса для уточнения деталей перевозки и узнала, что кота перевозить нельзя. Конечно, я была в шоке, так как несколько раз ездила в автобусе вместе с кошками. Но, как оказалось, все зависит от водителя и настроения. В этот раз мне не повезло, пришлось сдать билеты и искать варианты. И тогда мы нашли ребят, которые курсируют из России в Европу на машине. В этот же день нам удалось уехать в Польшу с котиком. Не забудьте, переноска должна быть удобной для котика, чтобы он чувствовал себя спокойно. Возьмите воду, еду и пеленки на всякий случай. Чтобы ваш питомец официально считался в стране, после приезда в Польшу важно зарегистрировать котика в местной ветеринарной клинике. Ну и напоследок для вас несколько лайфхаков. Перед поездкой приучайте котика к переноске, чтобы он чувствовал себя в ней как дома. Используйте феромоны или успокаивающие спреи, если ваш котик нервничает. Путешествуйте в теплое время года, если это возможно, чтобы избежать стрессов, связанных с холодом. И главное, сохраняйте спокойствие, ваш питомец чувствует ваше настроение. Вот и все. Перевести кота из России или Беларуси в Польшу не так сложно, если все заранее подготовить. Надеюсь, мои советы вам помогут. Вот, и Салим решил, что тоже нужно уходить и завершать это видео. Поэтому пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, и до новых встреч!